Эти фразы нарцисс просто не переносит. Мы с вами знаем, что люди с ярко выраженными нарциссическими чертами, они в отношениях любят манипулировать, как-то передергивают слова, контролируют. Но есть фразы, от которых они впадают либо в панику, либо в ярость, в зависимости от того, как это человека трогает. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Я уже довольно давно работаю с людьми, у которых есть проблемы в отношениях. В том числе, в ряде случаев, это люди, у которых в отношениях где-то есть рядом нарцисс, либо партнер, либо там сотрудник, родитель, еще кто-то. И с таким человеком, он тебя постоянно старается как-то разрушать. Тебе важно иметь способы, как его как-то вот поставить на место. Эти фразы, о которых мы сегодня будем говорить, это как такой холодный душ, который позволяет как-то вот так осадить нарцисса. Если вам эта тема интересна, хотите в этом разобраться, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая фраза, которая бесит нарцисса, это «я так больше не могу». Если ты вот так говоришь, нарцисс, как правило, начинает чувствовать, что он теряет контроль, если только это, конечно, не блеф. Если ты уже 50 раз говорил, я так больше не могу, ничего не менялось, то нарцисс это воспринимает как такое вот продолжение своей игры. Ты так больше не можешь, а куда ты денешься? Он понимает, что это такие голословные какое-то как бы угроза. Он воспринимает это как повод дальше начать тебя раскачивать. А чем больше он тебя раскачивает, чем больше ты переживаешь, чем больше ты как-то расстраиваешься, тем нарцисс чувствует себя более ценным. В этих отношениях я так могу с ней себя вести, она вот что-то там меня вроде как угрожает, так вот пустословно, и значит она переживает. Значит, вот я такой классный, что даже несмотря на то, что ей так плохо, она остается со мной. Так это воспринимает нарцисс. Если же ты говоришь, что я так больше не могу, и ему понятно, что ты сейчас будешь что-то менять, там, не знаю, уходить, перестраивать формат ваших отношений, еще что-то, он начинает уходить в тревогу, он переживает, что сейчас потеряет контроль, и это может проявляться через нарциссический гнев, попытки тебя как-то обесценить, обидеться, уйти в пассивную агрессию. Иногда он начинает уходить в такую внезапную заботу. Вдруг он как будто бы откатывает. То есть уходит туда на стадию лавбомбинга. Вторая фраза, которая вынесет нарцисса, это «я считаю, что ты не прав, я не обязана соглашаться». Эта фраза, по сути, такое неповиновение, вообще выносит нарцисса, но разрушает его иллюзию тотального контроля в отношениях. Потому что нарциссу важно понимать, что в отношениях вот он всегда прав, и он вот как считает, то ты должна как будто бы соглашаться с этим. Или, по крайней мере, уж не перечить. Кроме того, эта фраза построена в стиле «я-сообщения». Когда ты говоришь, что «я с тобой не согласна, я считаю, что ты не прав», я не обязана подчиняться, то получается, что тут очень сложно как-то к этому придраться. То есть, например, фраза «ты со мной сейчас разговариваешь оскорбительно», предполагает, что человек может сказать «я не хотел тебя оскорбить». То есть, когда ты начинаешь говорить о другом человеке, он может всегда оправдаться. Когда ты говоришь о себе, я не согласна, я считаю, что ты не прав, я не обязана подчиняться. То есть здесь к этому как-то очень сложно придраться. Соответственно, поскольку нарцисс теряет контроль, для него это такая угроза потери нарциссического ресурса, он начинает как-то ерепениться, нервничать и опять же начинает реагировать каким-то там гневом или обесцениванием. Третья фраза, которая триггерит нарцисса, это «мне не нужно твое одобрение», в любой какой-то вариации. Дело в том, что даже в здоровых отношениях, если мы берем, то когда мы находимся в отношениях, мнение другого человека и его одобрение для нас имеет значение. Представьте ситуацию, когда, предположим, я вот что-то делаю и вижу, что вот моей женщине это как-то очень сильно не нравится, а мне совершенно плевать, что там с ней происходит. Это как-то было бы странно. То есть нам важна вот эта социальная сорегуляция, какая-то эмпатическая связь. То есть нам все-таки важно одобрение других людей. Но, как правило, это, во-первых, не запредельно важно, а во-вторых, есть какой-то баланс. То есть я предполагаю, что мне важно одобрение другого человека, какое-то его согласие и принятие, так же, как ему важно мое. В случае с нарциссом это все выведено в такой, гротеск, и все очень разбалансировано. То есть нарциссу очень важно, чтобы его жертва была полностью зависима от его одобрения. Он успешно манипулирует по этому поводу. То есть, например, когда ты делаешь что-то, что ему не нравится, он может обидеться. И потом, ты должна заслуживать каким-то своим поведением, чтобы он разобиделся. Или он начинает тебя обесценивать. Или то есть он хороший полицейский, плохой полицейский. Когда ты прямо говоришь нарциссу, что мне не важно твое одобрение, опять же, если это не блеф, если это не выученные из интернета слова, если ты прям понимаешь, что да, твое одобрение имеет значение, но не критическое, и оно в общем для меня не важно. Если я решила, что я сегодня иду в спортзал или куда-то к подругам и вижу, что ты ходишь что-то фыркаешь и обижаешься, то я вижу, что ты меня не одобряешь, но твое неодобрение мне не важно. Оно не помешает мне делать то, что я запланировала. Четвертая фраза это «я не буду это обсуждать в таком тоне», или какая-то вариация. Здесь основная идея
идея заключается в том, чтобы разделить эмоциональное и рациональное, потому что нарциссы очень умело этим манипулируют. То есть он как бы берет, говорит вам какие-то вещи, которые вроде бы как правильные, логически обоснованные, там может быть даже какая-то зашита вроде как формальная забота, но говорит он таким тоном, что вы чувствуете себя просто вот, раздавленной. Это может быть тон с обесцениванием, с каким-то уничижением, какой-то надменностью, либо это может быть, в принципе, он говорит на повышенных тонах, то есть он как бы так кричит. Он кричит и говорит: почему ты не выключила плиту? Ты понимаешь, мог быть пожар. И, вроде бы, как будто бы он говорит разумные вещи. Но вы слышите этот тон, и вы понимаете, что вот в этих метасмыслах, то есть то, что между строк, не то, что он говорит словами, а то, что вот интонациями передается. Вот этими интонациями он вас унижает, как-то вот раздавливает, пытается как-то вогнать в еще больше какой-то контроль. Если вы в этот момент говорите, что в таком тоне я дальше не буду с тобой говорить, то вы лишаете его этого инструмента. Понимаете? Потому что часто жертва нарцисса пытается, несмотря на весь этот тон, несмотря на то, что это такое общение явно оно какое-то, такое уничижительное и, как бы недружелюбное, мягко говоря, пытается все-таки как-то вот оправдываться и отвечать, по смыслу. То есть, например, я плиту не выключил по каким-то там причинам. Дело не в этом. Дело в том, что надо понимать, что в таком тоне со мной разговаривать нельзя. Все, что ты говоришь, имеет смысл только после того, как мы подберем правильный тон. Таким образом, вы просто разрушаете возможность нарцисса на будущее манипулировать таким образом. А поскольку многие нарциссы к этому привыкли вообще чуть ли там не с какого-то своего юношества таким образом с людьми взаимодействовать, вы выбиваете, так сказать, табуретку из-под его ног, и он опять же злится, там может быть либо гнев, либо какая-то тревога, либо, не знаю, либо обесценивание вас. Под видео есть ссылка на мой курс про отношения, 6-й поток которого я запускаю очень скоро. Это курс про то, как понять, что ты находишься в разрушительных отношениях, как из них выйти и как восстановиться. Если вам интересно, вся информация будет по ссылке, пожалуйста, присоединяйтесь. 5-я фраза – это «ты можешь думать так, я думаю по-другому». Основная идея здесь – это выйти из конфронтации, в которую нарцисс тебя постоянно пытается завлечь. Дело в том, что нарциссы часто спорят с людьми, которые вокруг них есть. И там очень важный такой момент. Когда два, грубо говоря, человека, которые находятся в отношениях, которые они ценят, любые, это преподаватель, ученик, если они уважают друг друга, партнеры в отношениях, в семье где-то. Как правило, предполагается, что люди находятся в отношениях, которые они ценят. И если люди спорят, то там смысл в этом споре найти какие-то общие точки соприкосновения, так сказать, то, что мы называем истиной. В случае с нарциссом он спорит для того, чтобы спорить. Поэтому нарциссы часто, во-первых, начинают какие-то эти споры на темы, которые не имеют решения. Темы, знаете, такие, которые вкусовые. Что лучше, джаз или рок. Тут можно спорить бесконечно. Для чего он спорит? Потому что чем больше он спорит, тем он больше вас контролирует. Потому что вы так спорите, исходя из каких-то логических установок и убеждений. А он спорит просто для того, чтобы вас разматывать. Чтобы вы почувствовать, что ты не права, а я прав, по моему мнению. Поскольку у нас тут только двое, больше нет никого, кто бы мог нас рассудить, то значит я прав, потому что я так решил. А ты ходишь неудовлетворенно и чувствуешь, что близкий человек ввел меня в какой-то спор по поводу того, должен ли быть холодильник включен, когда мы уезжаем в отпуск, или должен был выключен. Должна ли посудомоечная машина, чтобы на щелку была открыта или не должна. То есть темы, которые просто не имеют смысла, во-первых, и не имеют решения однозначного. Он постоянно с тобой спорит, чтобы просто спорить. Так вот, когда ты говоришь, что ты можешь думать так, а я по-другому, ты прежде всего здесь говоришь о том, что с тобой спорить мне, я не хочу, мне это неинтересно. Нарцисс теряет один из, возможно, своих таких основных инструментов вовлекания тебя в эту игру, в эту такую драчку эмоциональную, чтобы получать этот контроль. Соответственно, он тоже на это может реагировать каким-то гневом, раздражением, обесцениванием. Он может просто обидеться. Ты говоришь, что я думаю так, а ты думаешь по-другому, и я считаю, что мы оба можем думать по-разному. И он взял, обиделся, неделю не разговаривает. То есть вроде как смешно, а на самом деле у него происходят тут очень серьезные процессы внутри. В общем, надо понимать, что нарцисс боится не столько каких-то фраз конкретных, сколько той независимости, которая за ними стоит. То есть той декларации о независимости, твоей автономии. Для нарцисса, когда ты начинаешь говорить таким образом, когда ты уходишь к себе, когда ты возвращаешь себе силу, когда ты возвращаешь к себе свой голос в этих отношениях, он чувствует потерю контроля, а для него это такая вещь жизненно важная. То есть, когда он не контролирует человека рядом с собой, он понимает, что вдруг у меня сейчас будет нарциссический провал, а кто меня поддержит, а кого я смогу опереться. Поэтому тут очень важно понимать, что каждый раз, когда ты находишь себя, каждый раз, когда ты начинаешь думать не о том, что этот нарцисс думает, а о том, что мне нужно, и ты начинаешь изучать и удовлетворять свои потребности, ты таким образом нарцисса от себя как-то отстраняешь. Это, конечно, его часто пугает. Если у вас есть опыт, что вы находились в отношениях с нарциссом, вам сложно с ним было как-то дистанцироваться, или сейчас вы находитесь в таких отношениях,
отношениях, можете записаться ко мне на консультацию. Под видео есть ссылки на мои соцсети, пишите мне личное сообщение, мы договариваемся и работаем. Также, если у вас был какой-то опыт, когда вы почувствовали, что на какие-то фразы нарцисс, с которым вы находились, возможно, в отношениях, реагирует как-то вот прям очень остро, поделитесь этим, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, это будет полезно вообще другим зрителям, другим комментаторам. Вот очень важный такой момент, потому что у меня часто под видео набирается достаточно много такой информации, дополнительно еще и в комментариях. Помните, конечно, что это публичное пространство, поэтому так, пишите, чтобы это было безопасно для вас. Но, в принципе, я думаю, что если вы в какой-то общий случай опишете, ничего страшного здесь не будет. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, я буду вам благодарен за это. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.